Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш общий расклад Таро посвящен гаданию на любовь и отношения и построен по личным вопросам клиентов, которые обращаются ко мне на личные расклады Таро за личными консультациями. Какие это будут вопросы, я не буду сейчас вам зачитывать заранее, да. Пусть для вас это будет, таким сюрпризом, да, чтобы вы посмотрели, какие вопросы перекликаются с вами, а какие вопросы не перекликаются, но тем не менее, может быть, резонируют. Вот так вот. И первый вопрос, который мы посмотрим, всего их будет 10. Мы посмотрим, что сейчас происходит в ваших отношениях с загаданным человеком. Гадание было на мужчину непосредственно, да, в этом случае. Мужчины могут со своей смотреть стороны, или смотреть на женщину, да. Итак, первый вопрос, что сейчас происходит у вас в отношениях с загаданным мужчиной? Так, у меня здесь вопросики рядышком. Давайте смотреть. Первая карта 9 пентаклей. Высокие ставки, как говорится, да. Второе, туз кубков. Здесь прямо про чувства. Чувства и чувства открываются. С одной стороны, да, посмотрим дальше. Тут прямо сейчас у вас, по идее, должна быть идиллия или предчувствие, что все наладится, что вы сблизитесь. В противном случае, возможно, это не ваш расклад. Смотрите, девятка пентаклей прямо сейчас. Это высшая точка, это или апогей, или это очень ценное что-то. С другой стороны, дальше в центре туз кубков это чувство и двойка кубков. Прямо сейчас ваши чувства должны открываться. То есть у вас прямо сейчас должно быть сближение на высшем уровне. Может быть, это надежды, может быть. И может быть, вам бы так хотелось бы. Это да, девятка пентаклей – это запрос в материальном мире на высшее что-то. Поэтому как минимум или у вас очень все хорошо, или хотелось бы, чтобы партнер открылся и сблизился с вами. Или хотелось бы, чтобы вы чувствовали его любовь по отношению к вам. Поэтому прямо сейчас у вас есть желание в отношениях быть еще ближе, или чтобы партнер открылся, или у вас вообще все очень хорошо. И давайте сразу же проверим, да, его отношение к вам. Отношение к вам загаданного человека. Здесь прямо смотрите. Королева пентаклей. Вот мужчина к женщине относится, он ее очень ценит, очень бережет, и особенно если он вам постоянно что-то предлагает, покупает, одаривает, да, то есть делает какие-то вот подарки, да, то есть он вас ценит. Пятерка кубков, он без вас, ему тяжело, он без вас скучает, тоскует без вас. Прям сегодня розовый расклад. И он прилагает максимум усилий, чтобы вас не потерять, не упустить. Возможно, у него какой-то болезненный опыт, чтобы вы не скучали, чтобы вы не тосковали, чтобы он не скучал, не тосковал. То есть его отношение к вам рабочее, но в плане того, что он готов прилагать усилия, чтобы вам было максимально комфортно, и вы чувствовали себя обеспеченной. Возможно, это расклад из области вашей мечты. Или мужчина вашей мечты, да,
Если у вас там диаметрально противоположно, если вы не можете ни сблизиться, ни чувства открыть, да еще и плюс он жлобится, да, тогда это в разряд мечт, да, переходит. И если оно переходит в разряд мечт, то, что происходит между вами, мечты о чем-то идеальном, да, вот так. Поэтому, по сути, он относится к вам как к очень дорогому человеку, поскольку здесь королева пентаклей и девятка пентаклей, да. Ну и теперь смотрите, мы переходим к самому, наверное, важному в каждом из раскладов, да, на личную тему, его чувства к вам. Его чувства к вам. Что он к вам чувствует. Ну, вот так. Окей. Ну, тут сегодня прямо страсть, возбуждение, вожделение, интимное притяжение. Но, по сути, это желание владеть, желание управлять, ну и желание обладать. Это чувства его такие. И это очень горячее, то есть он горит по отношению к вам. Королева жезлов, он чувствует, что вы это принимаете и чувствует, что вы управляете им. То есть его чувство к вам, как к ведьме, в хорошем смысле слова, как к женщине, которая управляет мужской энергией. Ну и шестерка мечей – это чувство мужчины, который готов брать на себя ответственность за то, что движет вас обоих к общей цели. Окей, очень хорошее чувство. И я вижу, что здесь мужчина амбициозный, но не сколько амбициозный, а инициативный и готовый проявлять эту инициативу и открывать свои планы, намерения и двигать их вперед. Причем он не против, чтобы женщина здесь где-то управляла частью каких-то энергий, может быть, частью какого-то процесса. И он как будто бы питает эти теплые чувства, да, по отношению к вам и испытывает, да, и готов продолжать эти отношения, готов развивать эти отношения, вот так вот. Но хорошо, не все возможно так и хорошо у вас, и если у вас диаметрально противоположное пока что все, то, возможно, к такому партнеру вам стоит стремиться, да, или, неплохо бы было бы, если у вас был бы такой партнер, да. Следующий вопрос. А вот чего ему не нравится или не хватает? Чего ему не хватает в ваших отношениях и чего ему не нравится? Вот давайте. Не хватает и не нравится. Возможно, ему не хватает вашего вклада в эти отношения, и, возможно, ему не хватает детей. Ребенок и вклад, да, или, ваш вклад именно, да. Что ему не нравится? Ваша нерешительность. Ваша нерешительность, ваша медлительность, возможно, ваша прагматичность, где-то может быть беспомощность и может быть ваша наивность. Здесь ребенок есть, поэтому наивность здесь может мешать, и такая, знаете, вот беспомощность, наивная беспомощность, это может его напрягать, давайте так скажем. Хорошо. Что у него сейчас происходит в отношениях с другой женщиной, если таковая есть? Другая женщина, если таковая есть. Если таковая есть.
Ну, там он лидер, если таковая есть. Он пытается не терять эту позицию, пытается показать, что у него успех, что у него все хорошо. Но он может зависеть от той и другой женщины. И там башня. Там сложная ситуация, которая в ближайшее время должна разрешиться как-то. И это может разрешиться достаточно болезненно и даже трагически. Даже трагически, но давайте эту трагедию, да, которая здесь может присутствовать, мы ее будем толковать как болезненно, да, вот так, достаточно, и даже достаточно болезненно. Здесь висящий, башня и победа. То есть он будет пытаться выпутаться, слышите, пытаться выпутаться из запутанной ситуации, которую будет пытаться решить путем расшатывания и разрушения. Вот так идет. Как, ну, то есть, по сути, их связь трещит по швам, но их связь может быть нездоровой и болезненной для него. Как он относится к этой женщине, его отношения, да? Ну, это если есть соперница, был расклад, да, где была соперница. Его отношение к ней. Его отношение к ней. Ой, ну здесь, видите, все четко, да, то есть тут логически он с ней конфликтует, он с ней на ножах, на драконах и на дубинах, да, то есть у него с ней конфликт. Причем он пытается держать себя под контролем, но она его выбешивает, да. Она его выбешивает, и смотрите, здесь императрица набивает себе цену, пытается остаться при своем интересе, при максимуме выгоды, которую можно извлечь из той ситуации, которая ее с ним связывает, ну, пытаясь управлять его эмоциями. Именно. Поэтому, если вы видите, что он сейчас как будто бы зависим от чего-то или очень эмоционирует, да, ну, может быть эмоциональное выгорание у него, то знайте, что если есть другая женщина, то она пытается как бы его подвампирить. Ну, а если вы не знаете о ней, то может быть это истощение именно от женщины, от императрицы. Может ли быть эта женщина, его мать, с которой он связан пуповиной? Да. Но не обязательно, что это пуповина, да, энергетическая. Может быть, это кармический узел, который его связывает с мамой и с другой женщиной. Может быть. Может ли это быть его сестра? Спросите вы. Да, может быть. Таких историй за горизонт, где вроде бы мужчина взрослый, но там есть сестра, которая заменяет ему мать. И у него с ней кармический узел не развязанный. Ну и вопрос был, магичит ли, колдует ли эта женщина. Но мы его посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы его посмотрим после того, как мы посмотрим следующий вопрос. 7 я пропустил. Какие чувства он испытывает к ней? Вот давайте смотреть, какие чувства он к ней испытывает. Да, тут можно подозревать, что он что-то к ней испытывает, но она же перегревает воду в этом чайничке, набивая себе цену. Здесь, смотрите, он король пентаклей. И у него чувств, и к вам эти чувства, они есть. И к ней есть, но эти чувства она как бы кипятит, перегревает. Вот здесь он и выгорает. Понимаете? И вот оно, это выгорание. Там идет 5 жезлов, туда он отдает много энергии, а здесь всего 1 жезл. И вам достается в 5 раз меньше, чем он на эмоциях тратит там, если есть соперница. Опять-таки, это может быть родители и так далее. Его чувство к ней. Ну, давайте сюда положим 3 карты. 1, 2 и 3. Так. Его чувство к ней. Но здесь не закрытый гештальт в отношениях, и он ее, возможно, так же любит, как вас.
возможно, слабее любит, но учитывая то, что туда идет на эмоциях больше энергии, то я бы не сказал, что он слабее любит ее, чем вас. Но в этом и проблема, что и на вас падает двойка кубков, и на него падает шестерка, соответственно, он ее любит как бы сильнее. За счет чего? За счет того, что сильнее эмоция. Ну вот вопрос, если вы сейчас начнете перегревать его, если есть соперница, не получится ли так, что он окончательно прогорит и закроется, да? Здесь умеренность, здесь есть намек на родственные души там, и он это может как-то своей там, или шестым чувством, или какой-то своей извилиной головного мозга или спинного мозга как-то чувствовать, да? Ну и здесь дурак. Ну знаете как бы там не было плохо, но он любит ее, и, возможно, чувствуя, что она его родственная душа, при этом еще сходит с ума. А вот теперь мы как раз и посмотрим 8-м вопросом, магичит ли, колдует ли эта женщина на него и их отношения. То есть, привязывает ли она его к себе. Первая, вторая и третья. Шестерка кубков. По кубкам может быть намек на привороты, но это, знаете, как, заботиться, да. Это не прямая колдовская карта, но кубки есть. Посмотрим дальше. Колесница, прям Баба-Яга, да, на колеснице, тут что-то семейное, родственное идет. Ну и рыцарь мечей. Ни одна карта напрямую не говорит. Желательно делать личную диагностику на наличие возможного негатива, но как минимум она пытается им управлять. А с помощью магии это или с помощью психоэмоционального какого-то воздействия, это уже... Карты напрямую не показывают. И если вы хотите посмотреть именно магию на отношениях, пишите в комментариях. Мы в ближайшее время проведем расклад на 3 варианта, где посмотрим магию на отношениях. Здесь есть агрессия, есть амбиция, есть ухаживание по чашам. Можно подозревать агрессивный опой, особенно если он, мужчина, агрессивный и выпивает, или склонен к каким-то веществам, к приему веществ. Что он планирует делать в сложившейся ситуации с вами и с этой женщиной? И, возможно, с женой. Если вдруг есть жена, то я положу сейчас 3 карты. Что он планирует с вами, что он планирует с той женщиной, да, соперницей, и с женой, если таковая есть, с вами, с соперницей и с женой. Что он планирует с вами? С вами он планирует продолжать отношения, как ни странно, да? Может быть, это и не странно, правда? Вот напишите, а почему, Алехандро? Не странно, пусть продолжает. С соперницей, да? Верховная жрица. Вот здесь как раз на соперницу падает верховная жрица. Он, скорее всего, не собирается с ней разрывать. Почему? Вот эта карта и выплывает верховная жрица. Возможно, есть какие-то флюиды, женская магия на нем. Потому что она, возможно, на него магичит все-таки. То есть вот эти 3 карты, этот вопрос рядышком лежит жрица на соперницу. Скорее магичит, чем нет. Но опять-таки желательно индивидуально смотреть. И с женой. Вот с женой он может разорвать, а вот с соперницей и с вами вряд ли пока что. Здесь выпадает 5 пентаклей, и это или остракизм, или отрешение, да, отречение и так далее. Поэтому скажу так, с женой все плохо, любовница, соперница, все хорошо, но оно не очень, потому что жрица, но и с вами есть перспектива, но не без трудностей. Не без парадоксов, как говорится. Ну и что вам нужно сделать, чтобы он вернулся к вам? Последний вопрос. И если вы хотите продолжить аналогичные просмотры, да, пишите в комментариях, жмите лайк,
Подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами, мы обязательно продолжим аналогичную серию раскладов. Возможно, даже на этой колоде. Давайте смотреть. Итак, что вам нужно делать, чтобы он вернулся к вам или оставался с вами? Первая, 7 мечей. Быть хитрее. Быть хитрее. Не будьте прямо такой или таким открытым. То есть хитрите. Это раз. Преследуйте свою цель. Будьте более корыстной или корыстным. Ну, тут уже кто как. Не раскрывайте все карты. Блефуйте. 7 мечей. Наблюдайте. Обманывайте в своих интересах. Ну, такой совет. А как? Нужно быть хитрее в этой ситуации. Вы сами почувствуете, где и как. Ну и, возможно, наблюдать пока. Наблюдать, смотреть, мониторить, анализировать, следить. Так. Дальше. 2 жезлов. Не торопиться бросать эти отношения. Попытаться нащупать, где вы реально управляете процессом, на что вы можете влиять, а на что влиять не можете. И влияйте там, где можете, и старайтесь влиять на большее количество направлений и аспектов ваших отношений, чем влияете сейчас. То есть, если у вас сейчас деградация экспансии, да, или деградация влияния, то вам нужно расширять это в 3 жезлов. Почему? Видите, 3 жезлов вам не просто так выпадает. Вам нужно проанализировать, а на что вы можете повлиять, а как вы можете повлиять. Не можете физически, влияйте магически. Не можете магически, влияйте физически и так далее. Да? То есть меняйте тактику. Ну и последнее. 9 жезлов. Совет вам. Добивайтесь своего. Огонь. Огонь, хитрый огонь. Идите к своей цели своими хитрыми планами. Давайте теперь посмотрим. Мне захотелось дополнительно вам подкинуть несколько вопросов. Что вам делать категорически нельзя? И что вам делать категорически нужно? И судьба ли этот вам человек? Ну или как карты видят, да? Судьба, не судьба, вот так. Что нельзя, что нужно и судьба. Что нельзя? Нельзя сетовать на судьбу. Эти отношения, возможно, как кармический узел или как испытание, они не должны быть легкими. То есть не ищите легких отношений. Что делать нужно? Подогревайте этого мужчину, поддерживайте, если у вас есть энергия, но и берите взамен все, что можете взять. Обменивайтесь энергией. Смотрите, королева жезлов и король жезлов. Я не исключу, что вы близнецовые пламена, особенно если вы оба огненные знаки. Но по отношению к сопернице он может себя чувствовать как родственная душа по вот этой карте. Ну и по судьбе ли вам этот человек? Ну и здесь 4 жезлов. Очень хорошая карта. Возможно, да, и с этим человеком, возможно, у вас есть результат, если вы направите свои энергии, его энергию в нужное русло к той цели, которая может быть адекватной і реально достижимий для вас обоїх. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось, побачимось. До зустрічі, па-па.